Чем хуже, тем лучше. Режим продолжает операцию самоуничтожения. Судилище в Беларуси. Трамп мечтал о стене, но его мечта осуществится на границе Беларуси с Литвой. Санкции на режим нелегитимного, независимые медиа в Беларуси под большим прессингом, рассвет белорусской культуры. Это и многое другое в дайджесте реальных новостей. Погнали! Громкой новостью прошлой недели стало известие о том, что Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима по делу Белгазпромбанка. Приговор вынесен Верховным судом, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке он не подлежит. Политик обвинялся в получении организованной группой взяток в особо крупном размере, часть 3 статьи 430 УК РБ, а также в отмывании средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, часть 2 статьи 235 УК РБ. Но из всего упомянутого Виктор Дмитриевич получил срок только за то, что подумал о том, чтобы стать президентом Беларуси. А максимум, что мог отмывать Бабарико, режимную грязь с культуры Беларуси. Своей вины Бабарико не признал, дело против него он назвал политически мотивированным, отказался от дачи показаний в суде. Остальные фигуранты дела получили от 5 лет химии до 6,5 лет лишения свободы. Кроме прочего, Бабарико назначили штраф в размере 5000 базовых, 145 тысяч рублей. С него также взыщут сумму в более чем 46 миллионов рублей в счет погашения якобы причиненного им ущерба. А я лишь хочу напомнить, что, как и со всеми неоправданно большими сроками политзаключенным, только мы, белорусы, на чьих плечах лежит ответственность за свободу нашей страны, решаем, будет ли сидеть 14 лет Виктор Бабарико. Лязгают они, а стыдно нам. Эта неделя не обошлась без одиозных заявлений и комментариев разного вида нелегитимных институций в Беларуси. Вот вам подборка из разных отраслей. Роман Головченко, назначенный и помазанный как премьер Республики Беларусь, заявил, что главная контрсанкция Беларуси в ответ на экономическое давление на страну – это отсутствие эффекта от санкций. Но мы помним, как отсутствует эффект санкций в Беларуси. Я, Ломыч Илья Сергеевич, проводник пассажирского вагона Питерского вагонного участка, считаю, что санкции, применяемые Соединенными Штатами Америки, нанесут колоссальный ущерб экономике Республики Беларусь. Я Любовь Николаевна, ПСХ, Русский мясокомбинат, работаю оператор машиноdoения. Я против 4-го пакета санкций. Я за труд, за мирный покой Белоруссии. Первичная профсоюзная организация ООО «Автобусный парк» выступает против санкций, введенных Европейским Союзом для промышленных предприятий Республики Беларусь, которые затронут десятки тысяч служб рабочего класса. Я работник Куриловского сельского исполнительного комитета. Я против санкций, которые предъявили западные страны Республики Беларусь. Я Остапенко Наталья Николаевна, председатель первичной профсоюзной организации «Полоцгазстрой». Работаю на предприятии инженером ПТО 27 лет. Я хочу жить и работать в мирной процветающей стране без экономических санкций и санкционных режимов, которые выставляют Республике Беларусь западные страны. Но это не все, что успел сказать помазанник хитрозачесанного. Успел он также высказаться и по поводу, как он выразился, гражданки Тихановской. Цитата. «Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить об отказе Литвы в ее выдаче. Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего нам отказали. Правовых оснований мы в этом не видели», так рассказал Головченко. Воспользуясь давним комментарием Габриэлюса Ландсбергиса, главы МИД Литвы. «Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования». Учитывая состояние права в Беларуси, этот старый комментарий в адрес самоназначенных несет в себе больше правовых оснований, чем все, что льется изо рта близких телу диктатора. Замглавы Минздрава Елена Богдан сказала следующее. Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились. Они не пришли к нам и больше переговоры не ведутся. Между тем ведем переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим. Ответ, судя по всему, передали не весь. Там должно было быть так. Останется у вас совесть, и вы уже перестанете душить народ Беларуси, мы вам передадим Pfizer. Напоминаю, что коронавирус – это не шутка и не психоз. Вакцинация – это важно. Она не должна быть принудительной. Вы должны помнить, что это ваш выбор. Вам решать, доверяете ли вы той или иной вакцине.
Мистер Целлофановый пакет санкций в ответ Западу или уполномоченный до конца убить внешнюю политику Беларуси Макей не остался незамеченным. Он высказался о ситуации с нелегальной миграцией, которая не утихает. Зачем нам сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни? При этом не упоминается, что это именно режим этих мигрантов перебрасывает на загнивающий Запад. За минувшие сутки литовские пограничники задержали 60 мигрантов из Беларуси. Всего с начала года это 1676 человек, уже может и больше. Европейское погранагентство заявило, что начинает срочную операцию на границе Литвы и Беларуси. Латвия и Эстония усиливают свои границы. Литва называет действия режима гибридной войной и призывает ЕС как можно скорее ввести 5-й пакет санкций. Таким образом, режим продолжает отрубать себе по одному синему пальцу, а причастные ко всей этой затее должны осознавать, что по сути причастны к транснациональной организованной преступности по доставке мигрантов. Чтобы отгородиться от Беларуси, пропускающей нелегалов, Литва потратит 42 миллиона евро на укрепление границы. Литовская сторона уже начала возведение забора на границе с Беларусью, а также спешно устанавливает барьеры спиральной колючей проволоки. К патрулированию границы привлечены вооруженные литовские военные. На этом режим не остановился. Аллергия на солидарность проявляется в разных формах. Обозлившись на мир за все, что он делает для белорусов, свора нелегитимных кивал так и норовит уничтожить все, что у них осталось от добрососедских отношений. Так МИД Беларуси заявил, что страна до минимума сократит диппредставительство Литвы в РБ, до отмены Вильнюсом недружественных инициатив. Одна из таких – наделение офиса Светланы Тихановской в Литве официальным дип-статусом. Но если нелегитимный МИД думает, что их пустые инициативы приведут к чему-то, кроме насмешек и самоуничтожения, то они ошибаются. В ответ на сокращение Беларусью персонала литовского посольства в Минске Литва оставляет в белорусском диппредставительстве в Вильнюсе лишь одного консула и 3 технических сотрудников. Все чаще можно заметить новости о признании того, что Крым – это Россия. Так, например, Министерство образования РБ признало Крым российским. Об этом мы узнали из их телеграм-канала. 8 июля 2021 года в городе Симферополе, якобы в Российской Федерации, прошла пресс-конференция «Крымская площадка для белорусских студентов». А это не что иное, как прямые доказательства сотрудничества с Крымом на официальном уровне. Похоже, что режим уже все для себя решил, а объявление своей позиции по Крыму остается вопросом времени. Макей не остался в стороне и поддал жару, а точнее рассказал о прямых рейсах в Крым. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси, так заявил Макей. Вопрос к вам, дорогие зрители. Как вы думаете, пойдет ли режим на признание Крыма российским официально? Такие игры со стороны политического трупа или режима приводят к последствиям и со стороны Украины, которая неоднократно говорила о том, что не будет мямлить в случаях, как с ЛНР и ДНР, которых очень уж приглашали посетить Беларусь и допросить Романа Протасевича, так и в случаях, где режим неоднократно намекает на признание Крыма российским. Так, офис генпрокурора Украины изучает сотрудничество Лукашенко с участниками террористической организации «Луганская Народная Республика» после депутатского обращения нардепа Алексея Гончаренко. Также Украина предложила ввести санкции против 52 пособников режима, причастных к фальсификации выборов и насильственному подавлению мирных протестов в Беларуси. Среди них Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Иван Тертель, Наталья Эйсман, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Дмитрий Балаба, Иван Кубраков и другие. Им будет запрещен въезд в Украину и транзит через нее. Их активы, если таковые имеются, будут заморожены. Окончательное решение о введении ограничений примет Служба национальной безопасности и обороны. Зачистка независимых медиа в Беларуси дело не новое, но все еще болючее. Заблокировали сайт «Нашей Нивы», в редакции издания и дома у сотрудников прошли обыски. Главред «Нашей Нивы» Егор Мартинович проходит подозреваемым по части 1 статьи 342 УК РБ. Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок или участие в них. В Следственном комитете Мартиновичу стало плохо, ему вызвали скорую. Известно, что его избивали при задержании. Из-за этого он получил травму головы. Редактор «Нашей Нивы» Андрей Скурко и главбух Ольга Ракович также задержаны.
Власть захватившая закрыли корпункт Еврорадио. Продолжается давление также и на региональное медиа. Каратели вломились в редакцию Брестской газеты, в редакцию Интэкспресс Барановичах, пришли с обыском из КГБ. Ранее издание оштрафовали за интервью с Светланой Тихановской, которое было признано экстремистским. А Белорусский дом печати, где они печатались, расторг с ними договор без объяснения причин. Редактора портала «Перший регион» Олега Сапрунюка оштрафовали на 580 рублей за распространение экстремистского материала. На фотографии с национальным орнаментом карательные органы рассмотрели свастику. Сотрудники ДФР пришли с обыском к редактору Оршанского регионального портала Игорю Казмерчаку и фотографу издания Денису Дубкову. Оба задержаны. Казмерчак якобы повредил чужую собственность. У журналистки Олеси Латинской из Бобруйска, которая сотрудничает с местным медиа Bobr.by, также прошел обыск дома. Глубокского журналиста Дмитрия Лупача забрали прямо из санатория Плиса, где он отдыхал. Вероятно, поводом послужило его сотрудничество с Белсатом. В Витебске прошел обыск у журналиста Белсата Дмитрия Казакевича. Причиной обыска стало уголовное дело по статье за клевету, заведенное на неустановленного человека, который якобы оклеветал милиционера из Лепеля. Неизвестно, какое отношение к этому имеет Казакевич, однако из его дома забрали ноутбуки, фотоаппараты и БЧБ-флажок. Главреда журнала «Наша история» Андрея Дынько подозревают по уголовной статье за организацию массовых беспорядков. Витебский журналист-фрилансер Виталь Скрыль находился в ВВС. По предварительной информации, Скрыль подозреваем по уголовной статье 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти». Обыск прошел и в редакции издания «Медиа Полесье» в Лунинце. У витебского независимого журналиста Вячеслава Лазарева прошел обыск. Мужчины не было дома, поэтому на экспертизу забрали телефон его матери. Журналисту «Трибуны» Александру Ивулину предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» или активное участие в них. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Скорее всего, это даже не весь список репрессий, а он и так большой. В таких условиях медиа приходится буквально выживать и принимать сложные решения. Так, онлайнер принял непростое решение для их редакции. Он отключил комментарии в новостной части сайта. Редакция портала объяснила это заботой о безопасности пользователей. Но и среди плохих новостей находятся хорошие. Нужно сказать, команда бывшего Тутбай, но Тутбай вечен, поэтому вечный Тутбай запустила новое медиа – Зеркало.io. Мы хотим, чтобы вы могли и дальше получать объективную информацию о ситуации в стране, не боясь протокола, штрафов и суток, если Тутбай признают экстремистским. Поэтому, выбирая между вашей безопасностью и любимым брендом, мы выбрали первое. Так говорится в заявлении редакции. Зеркало.io не будет полной копией заблокированного портала с точки зрения количества новостей и охваченных тем. Журналисты оставили лишь то, что считают главным. Прямо сейчас социальную сферу, политику, экономику и аналитику, культура, спорт и происшествия тоже будут, но в меньших объемах. Со временем соцсети Тутбай станут соцсетями Зеркало.io. Помните, что во времена, когда повально блокируют независимые медиа, должны говорить громче мы, люди. Нужно быть солидарными, помогать и быть журналистами на местах. Молчать – это не выход. Молчание – это яд. А теперь блиц новостей. Семье Витольда Ашурка, погибшего в Шкловской колонии, не вернули его тюремный дневник, хотя все остальные личные вещи родственникам отдали. Одежда, дорогие ему часы, 2 книги, личные вещи и сотни писем. Не хватает дневника, про который Витольд неоднократно писал и иногда цитировал в письмах. Возможно, дневник остался в карантине Шкловской колонии. Так предположил брат Витольда, Андрей. Судя по всему, страшно было сказать и показать правду, которую мог записать Витольд. Это наше субъективное мнение. Не забудем, не простим. Nestlé сократит свою рекламу на гостелевидении Беларуси после того, как более 50 неправительственных организаций из 18 стран мира в открытом письме осудили швейцарскую компанию за финансирование телепропаганды режима Лукашенко путем размещения большого числа рекламных объявлений в белорусских госсми. Давим дальше. Твиттер заблокировал учетную запись Романа Протасевича, о создании которой было объявлено на прошлой неделе. Сейчас при попытке зайти на страницу учетной записи Протас_бай видно сообщение «Аккаунт приостановлен». Твиттер блокирует аккаунты, которые нарушают правила. Более подробно причины блокировки не раскрываются. Так пропагандонам и надо. Не смогут они пользоваться Ромой.
Молиться можно только на хитро зачесанного. Епископ Юрий Кособурский сказал, что в воскресенье 4 июля после исполнения гимна «Могутный Боже» в Минскую архикафедру пришли сотрудники милиции с претензией о том, что нарушена норма законодательства насчет молитвы. Правительство Швейцарии добавило 78 человек и 7 организаций в свой список санкций в отношении белорусского режима. Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к 4-му пакету санкций, введенному 21 июня Советом ЕС против 78 граждан и 7 организаций Беларуси. Таким образом, санкции против белорусского режима за принудительную посадку лайнера Ryanair в Минске поддержали почти все страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Сербия, она тоже претендует на членство в ЕС, среди них, однако, не оказалась. Она присоединилась лишь к решению Совета ЕС о внесении в черный список Белаэронавигации, который считают причастной к инциденту с Ryanair. Министр культуры Анатолий Маркевич заявил: в Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить. К сожалению, пока созданы все условия, чтобы псы режима могли творить черное. А настоящая культура Беларуси живет в наших сердцах, независимо от того, живем мы в Беларуси или нет. Подними меня небо над землею, подними меня у светлый обшар, подними меня над медуснёю, подними меня поветренный шар. И напоследок сообщение от вас, подписчиков. Здравствуйте, крик души, помогите, хочется огласки. Кличевский район, Кличевский лесхоз, а точнее лично директор лесхоза Косенков В.А. в принудительном порядке требует вакцинироваться российской вакциной всех работников лесхоза. Если человек отказывается, приказ увольнять. А так как наш район очень нищий на рабочие места, людям нет выбора. Принудительная вакцинация противозаконна, но жаловаться нет смысла. Пожалуешься, все равно уволят. Есть знакомые случаи смерти от российской вакцины. Многие против принудительной вакцинации. На таких же условиях принуждают вакцинироваться и в других организациях. Есть родственники, которые тоже говорили о принуждении и при отказе увольнении. Надеемся, что огласка поможет в этой ситуации и других, поэтому скидывайте ваши истории нам. В описании к этому видео будет мой инстаграм и моего коллеги Евгения. Мы читаем все, что вы нам присылаете. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео и оставляйте комментарии. Живе Беларусь! Белорусы, диктатура наш бренд. У нас нет независимых судов, нет местного самоуправления, нет свободы собраний, нет честных выборов, нет сменяемости власти. Как это изменить? Нужно всем завести будильник. Заводим будильник на 12 часов, и когда он зазвонит, останавливаемся. Останавливаемся на 5-10 секунд. Одеваем что-то белое, либо завязываем белые ленточки. Мы должны показать, что нам не все равно. Это нужно остановить.